Друзья, всем привет! Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы подписчиков» и не только. Я хочу начать с первого такого вопроса, это даже не целая история. Вот зачитать ее и ответить на вопрос, потому что я очень давно обещал на этот вопрос ответить. Значит, подписчика зовут Владимир Осипов. Я спросил разрешения на то, чтобы эту историю рассказать, и получил на нее согласие. Поэтому история вот такая. Мне уже 72 года, почти 73. Я пью кофе там, с самого чуть ли не раннего возраста, 10-11 класса начал пробовать кофе. В первую очередь спасибо, что вы смотрите мой канал, спасибо, что люди такие взрослые подписываются и задают вопросы. Здесь прям очень целая история. Что рассказывает Владимир? Пробовать кофе, понятное дело, что в основном с молоком, сгущенным иногда в черном, всегда сладкий. Это всегда было одно и то же, где кофе готовился с помощью машины. Тетка-продавец, сейчас сказали бы бариста. Это все действительно так и было. Дергала ручку машины, шипела, парила и наливала порцию кофе. В общем, это все так. Затем долгий перерыв, и уже в самом начале 90-х прошлого века с появлением кофеин снова ударился в понты. Потому что в то время это считалось как бы, таким не то чтобы пили кофе, потому что это очень нравилось, потому что это становилось модным, и поэтому люди пили кофе. Кофе был растворимый, на жестяной банке профиль индейца, вот такой кофе продавался. Здесь долгая история. В общем, на сегодняшний день, сейчас пользуюсь интернет-магазином Торрефакта, который мне очень нравится. Консультирует, кофе действительно свежеобжаренный, все классно. Значит, какой кофе человек пьет? Просто вдумайтесь, вот это очень важно. Больше всего мне нравится бурундийская Ярама и колумбийский Кондор Эль Пасто. Да, неплохо идет и Каруза, и Иргачефи, это Эфиопия. Подходит, но немножко дороже. Хотелось бы спросить ваше мнение о перечисленных сортах. Можно ли их или какой-то из них причислить к спешлти кофе? Значит, Владимир, конечно же, первое, ваша история, она удивительна тем, что просто вы являетесь поклонником кофе уже много-много лет. Кофе, который вы перечислили, и компания, которую вы производите, это очень уважаемая мной компания. Я знаю лично и Илью Савинова, одного из владельцев этой компании, и Сергея Табера, это основной обжарщик компании. Ребята делают классный кофе, действительно хороший, настоящий, качественный кофе. То, что вы перечислили, конечно же, можно называть спешлти кофе, потому что я знаю, что у ребят в принципе сегодня большинство ассортимента относится к категории спешлти кофе. Если сильно придираться, то, конечно же, можно и здесь сказать, да нет, это не совсем спешлти. Некоторые сорта там всего 80 баллов наберут. Да, для того, чтобы считаться спешлти, нужно всего лишь 80 баллов. Это немало на самом деле, хотя многие будут сегодня считать, что 80 уже недостаточно, это все субъективно. Первое, хочу сказать, что вы действительно пьете очень крутой кофе, потому что это всегда свежеобжаренный кофе, и это всегда действительно очень и очень классный кофе, потому что вы можете для себя персонально его выбрать. Классно уже в том, что вы выбираете, что вы готовы потратить на это время, и что сегодня, когда большинство молодых людей просто не запариваются на тему кофе, просто пьют все в подряд. Все, что им предлагают в магазине, и часто верят не в кофе, а в марку, в какой-то бренд. А вы выбираете конкретный регион, конкретный моносорт. Это очень круто. И я точно считаю, что вы пьете сегодня спешлти кофе. Значит, у нас продолжилось общение дальше, и пришел еще один комментарий от Владимира. Я скажу, что я уже зачитывать не буду, он такой же большой, очень интересный. Я скажу, что сейчас уже к моменту съемки вот этого вот выпуска Владимир сам занимается обжаркой кофе и жарит его строительным феном. На мой взгляд, это замечательный инструмент для того, чтобы можно было дома пожарить небольшое количество кофе. Почему? Потому что он дает возможность нам иметь большой запас температуры. Это обжарка воздухом, это довольно деликатная обжарка. Если нет хорошего дорогого оборудования или хорошего дорогого барабанного ростера, именно качественного барабанного ростера, то воздух это лучший, скажем так, лучший вариант, потому что есть количество дефектов, которые возникают в обжарке, которых здесь, скорее всего, не будет. Мы ведем дальше переписку. Сейчас мы уже разговариваем на тему, как жарить, что такое крек, сколько времени после крека нужно. И в этом мое особое уважение. Спасибо вам большое. Пишите дальше вопросы. Я буду с удовольствием на них отвечать. Надеюсь, на ваш первый вопрос я ответ
дал. Спасибо еще раз. Доброго дня. По первой кнопке кофе наливается около 17 минут. У меня этот режим приближенный к ристретто, объем только больше. Нет, ристретто или корта вообще это сложная штука. Если я сейчас начну рассказывать свое мнение, меня захейтят по-страшному, потому что у меня есть особое мнение на этот счет, поскольку я был в Италии несколько раз, и там своя культура, свое отношение к понятию ристретто или корта. То, что у нас называют ристретто, я в большинстве случаев считаю это корта. Не в этом ответе, не буду углубляться. В общем, корта это меньше, чем эспрессо. У итальянцев в названии заложена в принципе идея напитка. Корта это ограниченный, меньше, чем порция основного эспрессо. Меньше и по объему, и по времени приготовления. Если эспрессо это 25 мл, то корта это 15 до 20 мл. Сегодня в кофейне часто вам подают корта и называют это эспрессо, но здесь совсем другая история. Здесь о том, чтобы получить определенный вкус. То есть бариста стремится получить в чашке определенный вкус. И для него не важно, там дарили вам 5 мл воды, либо не дарили, важно, чтобы был правильный вкус. И в этом тоже есть своя правда, но, конечно же, этот напиток по объему не соответствует параметрам эспрессо. По вкусу может соответствовать. То, что у вас происходит дома, у вас, скорее всего, не хватает тонкости степени помола, потому что корта или ристретто это не просто время, за которое готовится короткое кофе, это еще объем. То есть, если ваш кофе на выходе получается за примерно 15-20 секунд 15-20 мл, то такой напиток можно называть корта. Почему не ристретто, расскажу в следующий раз. Если вам интересно, пожалуйста, спрашивайте. Еще раз говорю, что это мое личное отношение к напитку ристретто и корта. Я никого ему не навязываю. Если интересно именно мое отношение, задавайте. Я обязательно на него отвечу. Вы в другом ролике о DeLonghi говорили, что время нужно засекать после предсмачивания. В последнем ролике говорю, что нужно засекать время с момента нажатия на кнопку. Сейчас речь идет про две кофеварочки. Если вы не смотрели ролик про DeLonghi ES685, то ссылочка будет под этим видео. Пожалуйста, зайдите и посмотрите, и поймете, о чем я говорю. А речь идет про другой ролик, про параметры эспрессо. Смотрите, если мы с вами берем понятие параметры эспрессо, то это понятие вообще не имеет никакого отношения к бытовым или домашним кофемашинам. Справедливо это так. Эспрессо это напиток, приготовленный на профессиональном оборудовании, вот на такой кофемашине, которая стоит за моей спиной, на профессиональной кофемолке, вот на такой кофемолке, которая стоит рядышком. Это напиток, приготовленный на таком оборудовании, это в первую очередь, и соответствует параметрам этого оборудования. И когда мы говорим про профессиональное оборудование, то время приготовления эспрессо считается с момента нажатия на кнопку, потому что процесс заваривания кофе начинается тогда, когда первые капли воды взаимодействуют с кофе. То есть вода начала подаваться на кофе, все, процесс заваривания кофе происходит. Когда я говорю про псевдокофеварки, про некие машинки рожковые, которые люди используют дома, то, безусловно, вот этот процесс предэкстракции, то есть это такая первая короткая фаза, когда вода подается на кофейную таблетку, потом происходит пауза, и дальше происходит основной процесс заваривания. Часто создает ложное впечатление о процессе заваривания эспрессо. Эта операция может занимать 5-7 секунд времени. И тогда вы на 25-й секунде делаете стоп, у вас кофе приготовился, пробуйте его, и он у вас не насыщенный и недозаваренный. Такого не будет даже с функцией предсмачивания никогда на профессиональной кофемашине, если все остальные параметры сделаны правильно. А в бытовой кофемашине такое может происходить. Именно по этой причине, если мы говорим про конкретную кофемашину DeLonghi ES685, я советую это время не считать за время приготовления кофе. Если вы будете его учитывать, ваша чашка кофе будет недозаваренной. Но справедливости ради нужно сказать, что и в бытовой кофемашине процесс заваривания начинается с того момента, как первые капли воды попадают на кофе, потому что это физика, здесь оборудование ни при чем. Именно вот по этой причине, когда мы говорим в целом о параметрах эспрессо,
И вы видите в кадре просто машину, которая используется для того, чтобы продемонстрировать, чтобы это не делать в воздухе. Есть ролик, кстати, у меня про профессиональные параметры эспрессо, тоже будет ссылочка на него под этим видео. И там я готовлю вот на этой самой машине кофе и рассказываю их тоже поэтапно. Когда мы говорим про параметры эспрессо, то время приготовления эспрессо считается с момента нажатия на кнопку в кофемашине. Если мы говорим про то, какой напиток лучше сделать на домашней бытовой рожковой кофеварке, то я советую вам вот это время предсмачивания не учитывать для того, чтобы сделать вкус кофе более яркий, более насыщенный и более честный. Так как этот процесс может немножко вводить в ложную историю, и вы будете думать, что кофе у вас сварился хорошо, на самом деле это таковым не является. Но все это дело нужно проверять, если вот уже придираться очень сильно при помощи специальных приборов. Я уже его показывал пару раз. И даже в том ролике он есть, это рефрактометр. Если после того, как вы приготовили, у вас на рефрактометре показывает хороший процент экстракции, то есть это от 18 до 21 параметра эспрессо, идеально 19, то неважно с какого момента вы начинаете засекать время. Время – это переменная составляющая порции эспрессо. И часто бариста от нее серьезно отклоняется, особенно когда вы приходите в какую-то специализированную кофейню. Вы там можете видеть массу нарушений и считать, что это очень плохо. Нет, бариста ищет определенный вкус. Поэтому для конкретного кофе это тоже параметр, который может быть очень важный. И, наверное, на своем канале на этот вопрос вот на 100% у меня нет там ответа. Есть некие маленькие фрагментики. Постепенно я буду все усложнять и рассказывать про параметры эспрессо, более сложные вещи. И, возможно, тогда у вас сформируется глобальное представление о приготовлении этого напитка. Друзья, на сегодня все. Пишите ваши вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Пока-пока.